Приветствую всех, кто есть на стриме или тех, кто в записи будет его смотреть. Всем привет ты. И снова Ведьмак, и снова он. И снова мои некоторые доделывания прямо сейчас происходят, которые не успеваются каждый раз с этими новыми функциями нашими любимыми. Приходится на несколько минут дольше это все настраивать и проверять. Так. Вроде все. Угу. Все, продолжаем. Сегодня у нас будет и сюжетка, и не сюжетка. Собственно, как и в прошлый раз, мы тогда тоже думали вроде бы пойти не по сюжетке, а по всяким побочным штукам, но получилось и даже по сюжетке чуть-чуть отвлектись. Сегодня что-то типа того же, наверное. Наверное, будет вне стрима. Я опять тут побегал. Рутину сделал чуть-чуть. Ну или не чуть-чуть. А начнем с чего сегодня начнем? Сегодня у нас в планах, понятное дело, по названию Кривоуховы топи. Вот эти всякие мерзкие. Ну и не только они. Ну и вот тут есть сразу 3 квеста маленьких, которые я обозначил себе. Может, с них и начнем. Привет, Игорь. Удачного стрима. Спасибо. Тебе тоже, если ты будешь стримить сейчас. Ой-ой-ой, сразу драка. Только тэпнулись и сразу драка. Не надо мне взрывать. Друг друга там взрывайте. Ау! Еще один, сюда иди. Все. Привет, Евгения. Hello. Я сейчас буду запускать по той игре, в которой я влюбился, и там я буду пропадать. Это ты про какую? Ведьмак 3 тоже будет. О как. А ты тоже перепроходить будешь, или ты вдруг впервые будешь его играть? Так, и что у нас в этой деревне? Тут был какой-то квест. Сейчас его уже что, нет? Это опять один из тех квестов, которые надо было делать сразу, как только я его заметил. Со временем он пропал. Или он в какое-то время определенное может появляется. Но я склоняюсь к первому варианту, скорее всего.
Привет, Димас. Это я, Игорь. Мотоадреналин. Это мой второй аккаунт. Привет, Юра. Он же Игорь. Привет, привет. Никогда не проходил. Вот это тогда у тебя будет мега крутой экспириенс. Первое прохождение это что-то с чем-то. Мега рекомендую. Ага, да, вот по-моему раньше тут были вот эти бандиты, но теперь тут была куча гнильцов. Понятно, короче, квест отменяется вот этот. Ну и не сильно страшно. Потом еще пойдем вот сюда и сюда. Вроде там они еще остались. Но сначала облутать все. По традиции. Облутать под чистоту. По полной программе. Спокойно. Не надо бить стены. Кстати, у меня сегодня ДР. С днем рождения, Игорь. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения. Юра, он же Игорь. С днем рождения тебя. А, кстати, а почему второй аккаунт Юра, если ты Игорь? Или это не твой аккаунт? Хотя ты написал, это твой второй аккаунт, а почему твой второй аккаунт Юра? Ты живешь под двумя именами? Или это твое альтер-эго? Или у тебя раздвоение личности? Или просто без причины, просто так? Все, вроде я тут все обшмонал. Тогда идем дальше. Да, вот тут квест еще есть. А еще тут гвинт есть. А вы, милздарь, на север путь держите? А что? Как ежели на север, может, глянули б, что с нашими ребятами случилось? Больно долго они не возвращаются. А, это заказ. Так сколько ты собираешься мне дать? Так, сколько? Мы думали... Да-да, вам награда полагается за хлопоты. Вы думали? Если вы согласны, то и отлично. Вот и отлично. Чем вам помочь? Недавно с юга шел караван купцов. Наняли наших ребят, чтоб им дорогу до мостов показали. Вчера должны были вернуться. Хорошо, я посмотрю. Томил, мой брат их вел. Башковитый парень, с ним и говорите. Остальные-то... Призрак тракта, да, это заказ. Еще и 23 уровня. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я думал, это какая-то побочка маленькая. А это прям заказ. Не по уровню. Это на потом, значится. Черная Тимерия — это никакая не Тимерия. А тогда тут рядом есть гвинт. Прорицателя этого. Там еще один квест, по-моему, с этим прорицателем. Сейчас и проверим. Подавала жена, что это ослабла. Мне говорила, будто протухшим мясом отравилась. Мясом? Откуда на мясо-то взяла? Уж я не знаю.
А только мужик ее на старое поле битвы все ходит и ходит. Ой, Понятно, откуда мясо взяла, значит. А не кашляйте вы все тут, блин. Стоп. Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть, Давно у тебя видение? с детства. Как-то взяла меня мамка к деревенской ведьме. Вот я и свалился в котел с какой-то чародейской бурдой. А если серьезно? А если серьезно, то в юности ударила меня камнем по затылку. С тех пор я и вижу всякое. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушаю. Я вижу белого волка. Он смотрит, как великая змея кусает и пожирает серебряную лилию. Он хочет ее остановить, но змея быстрее. Лилия должна погибнуть. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но если бы ты принес драконий корень... Это редкое растение. Редкое, но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Посмотрим, может, оно еще там. Интересный дедок. Давай еще винт. Ты вернулся. Давно не виделись. Я хочу спросить. Ну да, я играю в гвинт. Ну, конечно. Да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в гвинт играть ясновидение мне не помогает. А у кого-то, кстати, в жизни бывало такое, что птичка нагадила прям в полете там где-то или что-то типа этого прям на вас? Это вроде как говорят к деньгам, но у меня такого, к счастью или к сожалению, не знаю, такого не было в жизни. Но есть знакомые, у которых такое было. Но что-то не видать по ним, что у них прям деньги какие-то появились от этого. Может, Разложим пока карты? что, не знаю. Картишки первые за сегодня. Оу, скеллиги. Тун-тун-тун, 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 турун-тун-тун, тун-тун-тун, тун-тун-тун. Вызывает превращение всех отрядов ближнего боя. Ясно. Неплохой лидер. Мне кажется, такое могло со мной случиться, но не помню как это. А тебе кажется, что могло? Интересно.
Охренеть. На 100 очков. Вот это имба, конечно. До свидания. Вот это он сходил. Вот это ты жесткий. Что-то это поражение похоже. Еще и ведьмы не пришли. Плохо. Плохо, плохо. Еще и погоды нет, когда она нужна. Насчет птиц. Недавно на моих глазах сойка охотилась на воробья. Она на него спикировала и унесла в лапах. Птичку жалко. Сожрала, наверное. Да, как в том самом фильме. Птичку жалко. Я прочитал, что такое может быть у стоек от недостатка пищи. У стоек от недостатка пищи, да. Хотя в парке с кормушками ей грех жаловаться. Ну, видать, она захотела чего-то более изысканного, а не просто сухомятки. Не это поражение. Добрые боги послали мне победу. Добрые боги. Что ж, загляни еще как-нибудь на партийку. Прям сейчас загляну. О, Сыграем еще? ай, давай. Всего-то у меня развлечений в этой глуши. Разложим карты? Так, тогда я меняю лидера. Видишь, я тоже так умею. Давай-ка повыманиваем картишки у него.
Хотя догоняй. Угу, 4 подкрепления. Конечно. Тум-ту-тум-ту-тум-ту-ту-ту-ту-тум. Ну, вроде победа. Вот как оно бывает с этим ясновидением. Я знаю, где по осени вырастут крупные маслята. А вот как играть, чтобы выиграть, поди знай. Возьми эту карту, она твоя по праву. Красивая вышла победа. Хоть и со 2-й попытки, но все равно. Кухарка. О, ведьму дал. Одну из. Уже чудовища потихоньку собираются. Колода. С севера и Нильфгарда уже более-менее есть. Теперь следующие чудовища. Все готовы? Все готовятся к балладам прошлого? Так точно. Все готовятся. Все ностальгируют. По крайней мере, я. Ну, там еще и лидера дали. Угу. Гюнтер Одим. Сбросьте 2 карты, возьмите одну из колоды. Понятно. А ты готовишься? Так, сначала сюда, потом за этим корнем. Да, на PS4 платина есть. Вот нужно в Next Gen версию на PS5 тоже плашку забрать. Это да, это надо бы. Это будет тогда 2-е прохождение у тебя? Где ты пока платину там выбивал, то несколько раз проходил. Я не в курсе там. Может для платины надо несколько раз игру Должно быть, даже перепройти. гули от меня ховаются. А сам-то я не сумею. О, я этого помню, мужичка. Ты что, гулей ищешь? Потому как добить меня некому. Мне уже последние дни остаются. Никак я сдохнуть не могу. С детства такой крепкий был, собака. Мы вроде уже встречались. Ага. Вытащили вы меня с-под кучи трупов. А я тогда такой уверенный был, что меня зараза обойдет. Такой уверенный. Послушайте, вы мне раз благодеяние сделали. Смилуйтесь и сейчас. Меч у вас острый. Кончайте это. Ты уверен? Да, прошу вас. Сделайте все быстро. А труп мой потом спалите. Хорошо. Спасибо. Вот, держите-ка. Хотел я детям золото оставить, только теперь не нужно им оно. Грусть. Драма. Одно очко опыта. Вау. Какая щедрость. Невероятно просто.
Теперь пошли за корнем. Не, на платину можно за один раз. Но я несколько раз проходил, так как бухал с Тыри при первом прохождении. А, я понял, о чем ты. Так что я потом перепроходил, чтобы получить все отвары и прочее перед кровь и вино. А надо было в снежки играть. Да-да-да. Помним, помним. Надо было в снежки играть, надо было разгром устроить, надо было утешить. И еще что-то там вроде. Жалко, что третий DLC только в следующем году будет. Я был бы не против уже и в этом. Кто нас, бедных Хотя, людей, может, я буду без головорезов перепроходить как раз основную игру, первые два DLC как раз целый год. Ненавижу вас Никуда не спеша, и у меня времени много займет, и как раз к следующему году будет уже нормально. Кто знает. Может, наоборот, хорошо. Но! Ну да, но только если перед GTA 6. Это да. Расписание, расписание. О, этот белый заяц. Я помню этого белого зайца. Эту пасхалку. Одни грибы, ничего интересного пока что. Пули второго уровня. Легкотня. А так норм, пока GTA пройдем, то там и дополнение к Ведьмаку. Но я не пройду, походу. Мне либо надеяться, что у меня к тому времени плойка появится, либо стараться для себя не спойлерить и ждать, когда на ПК выйдет. PS5 у меня пока нет. PS4 была, но уже и ее даже нет. Драконий корень. Интересно, старик и правда увидит с ним будущее? И все, больше тут ничего нет. Ладно, возвращаемся. О, У меня есть то, о чем ты просил. спасибо. Дай мне минуту. Я вижу волка. Он бредет вперед к одинокой башне наперекор метели. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко,
Она знает, что это ее последний полет. Эстуахессе, да будет так, внемлите знамением. Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из Хен и Хаэр, из зерна засеянного. Пророчество Итлины. Оставь меня. Иди уже. Ну, это мы и так знали. Вот и весь квест. О, Больше ничего не скажешь. Прости, но у меня нет на все это времени. главное, чтобы тебе хватило времени на то, что действительно важно. Это да. Действительно важно. Ух, опять этот красный закат. Который уже, конечно, потихоньку заканчивается, потому что уже 9:30 вечера в игре. Еще бы чуть-чуть раньше было бы прям красота-красотень, которая прям на прошлом стриме у нас была в моменте. Тогда прям было просто вау. Залюбоваться можно было. А ты первый и второй Ведьмак играл? Ждешь ремейк первой части, например? Я вот жду и 4-ю часть, и ремейк первой части, и дополнение новые к 3-й части. Все очень сильно жду. Обожаю Ведьмак. Ты братва КТМ, Инфельд Вебель Америкимейт. И меня очень радует то, что столько всего планируется. Севера моются раз в 3 месяца. Это Чего ты здесь выискиваешь? Работу ищу. Сейчас. 2 меча, глаза как щелки. Ты же ведьмак. Геральт из Ривии. Впервые слышу. Но работа какая-нибудь найдется. Что-то ты совсем уставший, квартирмейстер. Долго вы здесь уже стоите? Слишком долго. Но придет день, когда штандарт императора взовьется над Новиградом, а потом над Тритогором. Да. И мы вернемся домой. Покажи мне свой товар. Что-то товара у него нет. Толком. Опять всякий хлам насобирали, целые горы. Целые горы. И картишки давай. Давно я не играл в карты с подданными императора. Сыграем в гвинт? Ну да, давно, последний раз еще в Изиме. С одним чувачком. Так, может в этот раз за Нильфгард сыграть? Давай.
Здорово, здорово, Аспис. Здорово. Ой, спасибо. Сам свою же погоду снял. Даже так? Ух ты! Вот это ты карты отдаешь, конечно, вот это да. Оу. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Блин, жалко Вильгефорд на ближний бой. Сейчас бы так красиво было бы. Можно и так. И это мне тоже очень сильно помешает. Минус Цири. Победа. Что мне дали? Старый грот, спящий. Опять для чудищ. Допустим. Так, а что насчет задания-то? Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? У меня висит, что я должен с тобой поговорить. Бывай. Поговорить с заказчиком, ну. И на него указывает. Что за фигня? Он не хочет говорить. Ай, да что-то где-то сломалось. Ладно, пойдем. Сразу делом заниматься тогда. Опоздал, как всегда. А чё народа мало, где свои? Еще не подошли. Быстрей. Тоже опаздывает, наверное. А может, сегодня никого не будет. Утречка. Странно, в игре 3:30 утра, уже такое утро ясное. Рановато. Рассветает тут. Так, я вообще туда еду? Нет, не туда, ну конечно. Выбери вот это, мне спасибо. Будут. Я чуть позже вернусь. Ладно. Не-не-не-не-не-не. Спустись.
что за запах? А что за запах? Следы нильфгаарцев. Нильфы провели здесь несколько босых пленников. Откуда все началось? Отсюда. Странно, следы сапог, а рядом босых ног. Надо пройти по ним глубже в лес. Сейчас пойдем. Сейчас. Лагерь нильфгаарцев. Они бросили все в спешке. Все, пошли. Пахнет мускусом драконида. Он, наверное, тут недавно поселился. Ты откуда взялся, блин? А ну-ка, отвали от плоты. Пахнет мускусом драконида. Он, наверное, тут недавно поселился. Ты это говорил уже? Ну-ка, братва, за работу! Вот это отлетел. Долго мы еще будем бродить по этому запаху. И где он? Прервался? Ой, короче. Мы вообще вышли из зоны квеста. Мы там по следам вообще-то шли. О! Это вот эта фигня. Они закопали риданских пленных в лесу. А гули их Почему разрыли. запаху мы шли? Сейчас разберемся. Неверно? Отлично. Верно. Похоже, он умер от яда. Так, стоп. Печени нет. Может, ее трупоеда выжрали? Так, стоп. Такой как будто испугался аж.
Так, и все на этом. Здесь протащили что-то тяжелое. Тела? Ну, походу, все. Идем к начальству. К заказчику, то есть не начальству. Ну, я бы от отсутствия печени тоже испугалась. Но для Геральта это уже точно не в новинку, и вряд ли он бы испугался чего-то такого. А тут прям в голосе такой, какой-то типа испуг даже был. Так, стоп! Печени нет. Это плохо. Это очень страшно. Разорванное тело, ноги босые. Еще один пленник. Разорванное тело, ноги босые. Еще один пленник. Разорванное тело, ноги босые. Геральт, хватит. Еще один пленник. Хватит. Возвращаемся. А мы видим сценеаты. Эсфатайрна. Секунду. Угу, мне еще трофей опять поменяли. Что там за трофей? Сила атаки, мощь знаков. О. Не, ну этот получше уже. Мы все начало игры бегали с этим грифоном. Пришла пора заменить наконец-то на что-то новое. Приветствую, квартирмейстер. Честь и... Я нашел тела твоих солдат. Их убила самка Виверны. Они зашли на ее территорию. Виверна? Блёдый пест. Я узнал кое-что еще. Это был не патруль, а отряд палачей, которые вывели риданских пленных в лес и казнили. Это война. Проиграл, умер. Этих людей так просто не забудут. Кто-то начнет их искать. В Нильфгарде любой солдат, попавший в плен, считается мертвым. Это были риданские пленные. Редания скоро станет провинцией империи. Готов поспорить, еще до Саувины над риданской столицей взовьется знамя с великим солнцем. Давай плати, Нильф, нет у меня желания философствовать. У меня тоже. Ты это заслужил. Держи. И оставь меня. Эй, пошел ты. Ты братва КТМ. Так, и еще, насколько я помню, где-то тут, рядом с лагерем, еще должен быть какой-то мини-доп-квест. Но я вроде тут бегал и нигде его не нашел. Но может плохо искал, а может я неправильно помню. Или он появляется в какой-то определенный момент. Тут только торговцы везде. Должен же хоть кто-то О, мне о, помочь. о, о, Понимаешь, должен. Я же помню. Я приехала издалека. Я ищу сына. Он служил в Это Назаирской надо было легкой прям кавалерии. притык к ней подойти, чтобы Я она должна появилась. его найти. Я не солдат. Тем лучше. Офицеры отказались мне помочь, но я готова скального тролля просить о помощи, если понадобится. Спасибо за сравнение. Ну, Геральт, это комплимент. Мы же на прошлом стриме видели одного тролля. Такой милашка.
Сегодня, кстати, еще одного увидим. Чуть-чуть попозже. Почему ты решила искать сына именно сейчас? Он писал мне письма. Мне и своей невесте регулярно. Они приходили каждую неделю, а потом внезапно перестали. Это на него не похоже. Что-то случилось. Я не хочу лишать тебя надежды, но не все солдаты возвращаются с войны. Я знаю, что такое война. Мой муж погиб под Бренной. Но его тело привезли домой в Нильфгаард, и я похоронила его. То же я сделаю с сыном. Если придется. Его товарищи по оружию что-нибудь рассказали? Одни вообще не хотят говорить, другие лгут. Этот квартирмейстер, к примеру. Он сказал, что Гродеберт, мой сын, ушел на разведку и не вернулся. И почему ты ему не веришь? Мой сын служит в легкой кавалерии. Назаирская бригада. Он не разведчик. Мне нужна помощь, чтобы найти Гродеберта или его тело. Я готова заплатить, сколько понадобится. Как твой сын выглядел? Его узнать нетрудно. Во всей Нильфгаардской армии не найти бойца с такой гривой. Волосы у него огненные. Рыжий нильфгаардец? Его отец был родом из Мактурги. Люди там светлые. Мой сын в отца пошел. Я могу рассчитывать на твою помощь. Я сделаю все, что смогу. Ты не пожалеешь. Я ради Гродеберта на все пойду. Помни об этом. Я поспрашиваю, может, что узнаю. Мой слуга пытался что-нибудь выяснить. Пил с солдатней, но из отряда моего сына никого не встретил. Как будто его и не было. Сходи к квартирмейстеру. Может, с тобой он будет честен? Мне кажется, будет. Мать такие вещи чувствует. Ну, посмотрим. Ну, если что, у нас всегда есть акции для такого случая. Ведьмак? Да-да. Ой, опять к этому очкарику бежим. А мы видены сенеаты. Говорят, женщины севера моют... Все ходишь по лагерю? Осторожней. Как бы тебя не приняли за шпиона. Я встретил одну нильфгаардскую женщину, она ищет сына. Вот упрямая. Я не знал, что она наняла ведьмака. Она не нанимала. Скажем так, меня тронули слезы матери. Значит, пришел просить помощи у убийцы. Я думал, у тебя больше чести. Я хочу помочь нильфгаардской женщине. А я видеть тебя больше не хочу, понятно? Стану я рассказывать какому-то Нордлингу, что творят наши солдаты. Еще как станешь. Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Этот рыжий щенок служил в Назаирской легкой кавалерии. Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать. Я приказал их выследить. Мы поймали их на болоте, недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили по законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаардского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы пришлось преследовать. А у меня не было ни времени, ни средств. Так что я написал, что все мертвы. Все равно они на болотах долго не протянут. Я попробую их найти. И куда нам? Недалеко.
Так, мне надоело то, что вот эта музыка проигрывается каждый раз. Ну-ка, может, с перезагрузкой она починится, а то это вряд ли так должно быть. Какой-то звуковой баг, наверное. Нет, не починилось. А если прям выйти совсем? Хотя, может, так и должно быть. Ладно, пофиг, может, это просто в этот момент что-то происходит. Раньше вроде этого не было, может, и потом оно само починится как-то. Дезертиры пытались сбежать верхом, а здесь их уже нашли. Сбежали на болото. Сбежали на болото. Угу. Собачьи следы. Похоже, их травили собаками. Собачьи следы. Похоже, их Понятно. травили собаками. А это? Пытался бежать, но застрял в болоте. Отличная цель для арбалетчиков. Волосы черные, не он. Гули. А, блин, давайте все сразу, а не по одной штучке. Волосы рыжие. Возможно, он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Письмо к матери. Надо его отнести. Больше я ничего не смогу для нее сделать. Эх, очередная драма. Пам-парам, пам-пам. Пам-парам, парам-пам-пам. Все дороги. Узнал Опять ты этот что-нибудь звук. о моем сыне? Меня Да. уже напрягает этот звук. Я хочу услышать правду. Какой бы она ни была. Твой сын мертв. Как это произошло? Он дезертировал, его поймали и повесили. Ложь!
Я нашел его и несколько других тел. На дереве висело объявление. Я не верю тебе. Мой сын не был трусом. Ты можешь верить во что хочешь. Я нашел при нем письмо. Тебе. Дорогая мама, может быть, я пишу тебе в последний раз? Во всех тех письмах я лгал себе. Прости, я не герой. Убийство нордлингов не приносит мне радости. Это место — настоящий кошмар. Я держался, но я больше не могу. Недавно нам приказали убить пленных. Ты знаешь, как это убивать беззащитных людей. Я должен бежать отсюда. Деточка моя, я всегда буду любить тебя. Вот, возьми свою плату. Эх, Я видел тебя в Вызи. 8 очков опыта. Вау. Ну это хоть не один. Что у нас дальше по планам? Вот сюда еще хотел сбегать. Я тут уже искал этот квест, но оказывается его надо было на доске найти, и только потом он тут появляется. Я-то помню, что он тут есть. Еще один? Да, еще Вон из один. нашей деревни. Довольно уже ведьмаки здесь вреда наделали. Слышал? Убирайся отсюда, мутант грёбаный. Что тебе такого сделали, ведьмаки? Что сделали, что сделали? Пришел один такой, 2 дня жрал у нас, размышлял, значит, а потом и говорит, что милостиво согласится чудовище убить. Спрашиваю его, во сколько это нам обойдется? А он, что, дескать, не хочет денег, потому как видит, что беда кругом. Это уже не похоже на ведьмаков. И чего же он хотел, если не денег? Сказал, что в награду достаточно ему того, что у меня есть, но о чем я сам еще не знаю. И ушел. Только он за порог, моя девка врёв. Спрашиваю, чего плачет, она говорит, мол, не сдержусь, прибью сукина сына. Так, и что? Скулит глупое, что бедного ведьмака чудовище уконтрапупит. И из-за него, спрашиваю, такой рев? Ну, тут она мне и сказала, что он ее дурным глазом зачаровал и соблазнил. И вот она, значит, его награда. Ведьмачий ублюдок. Если это был настоящий ведьмак, беспокоиться не о чем. У нас не может быть детей. И слава богам, то-то бы вас расплодилось. Но того, что мне дочку коварно отымел под моим же кровом, не прощу. Говори, где он, я этим займусь. Так на кладбище чудище убивает. А чтоб ему трупоед кишки выпустил, ёбарю поганому. Вот это квестик. Я как пошла за хворостом в лес. Ух, ты что, не слышала, что охотник говорил? Какое-то лихо в чаще рыщет. А чем мне в О, хате опять топить? этот закат Коровьими божественный. лепешками? Даже говна нет. Всю скотину покрали. Красный Вы не из закат. Морозовых, правда? Чтобы их всех дикая охота забрала. Вот хоть стой просто и смотри, наслаждайся. Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльфский погост имеется. Тьма тьмущая, чудищ там водится. Спрячься! Там чудовище! Ой, как страшно. Целый один гуль.
Покажи, что умеешь. Спасибо, спасибо. Очень ты вовремя. Еще бы миг, и гуль меня бы по косточкам растащил. Собственно, я подумал, может, не вмешиваться, а понаблюдать за неизвестным боевым искусством. К какой ведьмачьей школе ты принадлежишь? К школе улитки? Тогда откуда у тебя медальон с головой волка? Ты настоящий ведьмак. Да, и настоящие ведьмаки не ссут в штаны при виде несчастного гуля. Отвечай, откуда у тебя медальон? Купил у бродячего торговца. Ой, нет, крестьяне идут. Не выдавай меня, умоляю. Чудовище убито! О, а это что такое? Двое ведьмаков. Мы с одним договаривались. Злобное было чудище, вот и потребовалось на него 2 ведьмака. Дело ваше. Этот денег не хотел, значит, не будет между вами спора, как награду делить. Ну да, так у ведьмаков и принято. Но у ведьмаков есть еще один древний обычай. Это какой же? Что если ведьмак товарища на помощь вызовет, то должен он свой медальон в землю закопать, от ремесла отречься и целый год на старосту в деревне работать. Можете его сразу и забрать. Ух ты! У такого ведьмака силы, должно быть, на 2 хватит. Должно быть так. Я считаю это справедливо. Что за следы? Ладно. С этим разобрались. Тут заказ на 20 уровень. Так, вот тут еще что-то должно быть. Во-первых, кулаки, во-вторых, вот тут квест. Вроде бы. Ночной. Помню, ночной. Глаза у тебя как у кота. А мышей тоже ловишь? Евгения, кстати, если ты еще здесь, подскажи-ка, стрим там не дергается сейчас? Картинка нормально работает? Надо было это спросить еще в начале стрима мне. А то у нас иногда по непонятным причинам оно начинает что-то дергаться. Я потом могу это починить. Если все окей, то хорошо. То может, чужак Вы не из лишится? Бароновых, правда? Хочешь поучаствовать в турнире? У нас честный кулачный бой. Предупреждаю, Йонаш мужик злобный. Любит кусаться. Так как? Кусаться? Какие правила? Мы обычно деремся на кулаках. Но если пнешь по яйцам, никто слова не скажет. Если победишь Йонаша, а еще кузнеца и Стаха-рыбожора, то сможешь выйти против сержанта, чемпиона Велена. Ну поглядим, какой он злой. Тогда сейчас мы увидим бой между Йонашем и путешественником. Жалкое зрелище. Приблуда победил Йонаша. Кто знает, может, в Велене скоро будет новый чемпион. Если хочешь стать чемпионом, отправляйся во Вронницы и спроси сержанта.
Или испытай силы в Новиграде. Там тоже драчуны найдутся. Как думаю, и на Скеллиге. Сало на телегах горой лежало. Понято. Свинина копченая. Разбойник на разбойнике, колбаса грабители, кровяная. сучьи Оно дети. ничему как Прет, как Разбойник на разбойнике, грабители везде одни, блин, понимаешь ли. У меня жопа сгниет, если лить не перестанет. Как интересны эти твои подробности. Покупать будет? Покажи. Покупать не буду, буду продавать. Прощай. Что, нету его еще тут? Даже когда он появляется, блин. Для какой-то сюжетки, что ли. И времени то все равно. Ну нет, и все тут. Нет, короче, потом проверим еще раз когда-то. Может, реально после какой-то сюжетки должно быть. Так, еще помню, где-то вот тут должно быть еще что-то. Кто-то наложил иллюзию. А ты одного дал и того павшего. Не диво, что он нас проклял. А, что? С вами будет. А ты прокисшее вино приносил. Чары эти, сколько из-за меня, столько и из-за тебя. Сначала крик до небес, а теперь тишина. Слышно, как муха пролетит. Как пить дать. Всебог разозлился и ушел от нас. А я говорил, нельзя для него жадничать. Лучше у детей изо рта вынуть, чем ему не дать. Что вы тут делаете? А этот что, с луны свалился? Приносим дары Всебогу, понятное дело. И вы можете его о помощи попросить. Ну, значит, если есть у вас подходящие дары. Потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил. Всебог, говорите? Первый раз слышу. Это какое-то новое божество? Старое, да еще какое. Еще наши деды его почитали. Говорят, было это так. Рослов с рудника пришел сюда хворост собирать. И вдруг один куст ни с того ни с сего огнем полыхнул. А из-под земли голос послышался, что потребовал жертв и послушания. С тех пор и приходим мы сюда с дарами. А взамен Всебог нас опекает и от беды хранит. Ага. Оно и видно. А что не так с вашими дарами? Не шутите. Видите же, что мы одни огрызки принесли. До войны я бы такого даже псу не дал. А что делать? Такие времена. А будет еще хуже. Всебог сказал, что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива, реки будут наполняться лягушками, а урожай у нас будет жрать какая-то скоранча. Я бы мог за вас заступиться перед этим божеством. Что-то мне подсказывает, что мы найдем общий язык. Ну, попробовать не мешает. Чтоб с ним говорить, вы должны стать перед алтарем и крикнуть: «Всебог, помоги несчастному в беде!» Чужака-то он, может, послушает,
Всебог, помоги несчастному в беде. Пожалуйста, пожалуйста. Зачем ты нарушаешь мой божественный покой, смертный? Потому что я хочу, чтобы ты, твоя божественность, изволил взять назад проклятие, которое только что наслал. У этих крестьян правда И нет. они принесут мне достойные дары. Или придет засуха, град, землетрясения и лавины. Я сказал. Лавины? Здесь? Это откуда же? Не отвечает. Что поделать, пойду его поищу, так и закончим разговор. Голос шел откуда-то из-под земли. Здесь было вино. Совсем прокисшее. Все же кто-то его выпил. Я, пожалуй, пойду на запах. Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? Что? Кто смеет беспокоить мою божественность? Геральт из Ривии. Приятно познакомиться. Я подозревал, что у Всебога есть телесное воплощение, но не ожидал, что оно такое большое. Неплохо ты откормился за счет этих бедолаг. Так уж и за счет. Я им взамен помогаю. Благословляю, отпускаю грехи, советы даю. И поверь мне, людям это необходимо. Я бы о них и дальше заботился, но они не соблюдают договор. Приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки, которые Они вынули изо рта у собственных детей. А ты еще и проклятие на них наслал. и не сниму, пока они не принесут приличных даров. Что мне радоваться простокваши и мерки проса? Не бывать этому, так им и скажи. А ты кто такой? Местные мужики зовут меня Всебогом. Я бы придумал более подходящее прозвище. Послушай меня, ведьмак. У тебя что, дел других нет? Болото кишат тварями, вот ими и занимайся, не мешайся тут. Давно ты сидишь в этой норе? Лет 100. Была зима. Я тут укрылся, развел огонь. Такой большой, что пламя через расщелину подожгло кусты на горе. Я раскашлялся от дыма и вдруг слышу, какой-то крестьянин. Голос ниоткуда кричит. Чудо! Ну так я и стал божеством. Скорее, паразитом. Может и так. Только кто в таком случае Фрея и Мелителия? Они ведь тоже ничего не дают в обмен на жертвы и молитвы. Со мной хоть поболтать можно. Послушай, ты жертрест. Или ты будешь довольствоваться тем, что получаешь, или я скормлю тебя вороном. Вот это Геральт. Чёртовы реформаторы! Пошел ва-банк. Хорошо, хорошо. Я могу питаться скромнее, но только до конца войны. И ни дня дольше. Вот и договорились. Я тебя еще тут обкраду чуть-чуть. Ты же рубинами не питаешься. И вот этим всяким. Это звуки он издает, конечно. Что нового? Я разговаривал со Всебогом. Лично. И? Что он? Смилуется над нами? Смилуется. Он обещал принимать все, что вы ему принесете. Говорил же я. Говорил, что Всебог милосерден, что он поймет. Спасибо тебе, ведьмак. Прощайте. Да хранит вас Всебог.
Ну пусть и дальше надеются, молятся. И утешают сами себя, раз им это помогает. Неплохо такие маленькие мини-квестики. Один за другим выполняем. Дальше сюда. Тоже там быстро сделается сейчас. Не-не-не-не-не-не-не. Этот квест пока рано. Это я на потом. Там 23 уровень надо. Это вы оскверняете святилище в Велине? А тебе что до этого? Вы кто такие? Мы вестники молний, тяжелые капли грозовых туч, и молния эта зовется сверхчеловеком. Местные говорят, что боги недовольны. Вы-то их гнева не боитесь? Гнева богов? Ха, боги умерли. Мы лишь устраняем их разлагающиеся останки, тлеющие угли предрассудков. Тогда давайте-ка вы уберете за собой и вернетесь устранять угли туда, откуда пришли. Мастер Фридрих из Оксенфурта провозгласил, что боги умерли. Религия — опиум для народа. Простой люд боится только религии жрецов, а не богов. И страх этот заковывает нас в оковы мракобесия. Мы должны создать новую мораль или обойтись без морали. А еще лучше свой нос не сунуть. Куда не следует. Считаешь так, то считай. Нечего других еще заставлять всякими вот этими своими реформами, видишь ли. Забавное представление, но мне что-то наскучило. Проваливайте отсюда и не возвращайтесь. А то что? А то позову инспекторшу из деканата. Репрессии! Бейте холопа режима! Репрессии! Такая страна, где таких, как ты, побольше. Как раз с ведьмаком дрался. Вот и все репрессии. 12 уровень. И, кстати, у нас там новая ячейка. Да. Стала доступна. Вот так вот. Вот и с этим разобрались. Быстро, как и я и обещал. Так, тут у нас Диады. Там Кейри еще есть квест. Но это мы на потом, наверное, оставим. Сейчас, наверное, уже на Кривоуховой топе наконец-то пойдем. Это в названии стрима они указаны, а мы до сих пор их так и не затронули. Уже сколько? 1,5 часа стрим идет. Мы всякие мелкие побочки доделываем. Хоть и быстро, но все же. Уже 1,5 часа они делаются. Вот тут, кстати, тролль еще у нас будет тоже на потом. Тут еще что-то есть.
Да, отправляемся сюда. Там еще заказ рядом. И вопросик, кстати. Ой, отстаньте, отстаньте. Летуны назойливые. Часовня, посвященная ведьмам. Если верить рукописи, отсюда начинается сладкая тропинка. Действительно сладкое. Или нет? Я на верном пути. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! Я ищу ведьм с кривоуховых топий. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топий? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка. А вы сейчас где? Бабушка сказала, это все Вы от прям того, на них что он сейчас. пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил.
Послушайте, девушка, которую я ищу, попала в беду. Если не хотите помочь мне, помогите хотя бы ей. А ты откуда знаешь, что она тут была? Люди говорят, она попала к ведьмам на болото. Но тут нету ведьм. Тут только лягушки. И ужи. И Васик. Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот, видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Кто такой Ивасик? И Васик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Бронятся и бронятся. Ничего больше. Сплошная брань. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает: погоди, сейчас почешу себе гузно и придумаю. Что это за слово? А ну, живо в хату! Живо в хату! Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда! Уходи! Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи. Уходи. Почему
почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала. А бабушка много знает. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должно быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это взаперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Я иду искать. Я тебя вижу. Выходи. Вот ты где. Повезло тебе. Я тебя нашел. Не прячься. Нечестно. Я всегда выигрываю. Я нашел вас. Всех до одного. Но меня последний. Пойдем к домику. Скажем, что я поддавалась. Я вас нашел. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем Ивасика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Сейчас бабушка сюда примчится. Она страсть как не любит, когда гузно говорят. Ты спрячься, а как бабушка выйдет, проберись в дом. И болтай себе, сколько влезет. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в гузно укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята.
Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору, но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. Из-за Ивасика она тоже боится, хоть и говорит, что он придуманный. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду, других поубивали. Моих... Раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда домой возвращался, услышал крики и смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама... Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он непридуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Откуда он такой взялся? Что тут такое? Что сказал Гузна? Нехорошее это слово. Нехорошее. Не плачь, Ясенька. А Яся глупая свинья. Нельзя обзываться. А вот она говорит, что как я засну, придут ночью крысы и мне зенки выгрызут. Нельзя так говорить. Проси прощения. Гузна! Буду тут стоять, пока не попросишь прощения у нее и у меня. Торопиться нам некуда. Прости, пожалуйста. Никакие крысы к тебе не придут. И я знаю, что нельзя говорить плохие слова. Хорошая девочка. А за прощение будет угощение. Порадую ваши животики. Ты чего здесь, а? Тебе тут делать нечего. С войны возвращается. Держись подальше от детей. Если Ивасик настоящий, наверняка он оставляет следы. Следы маленьких ног. Ивасик здесь проходил. Давай!
Следы ведут к норе. Интересно, что внутри. Ивасик! Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожик. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел, что она делала? Мне это очень важно. Почему? Ты хорошо знаешь детишек с поляны? Не бойся, я никого не обижу. Ты здесь живешь? Нора уютная и место хорошее. Ты, наверное, знаешь все, что творится на топях. Тебе не мешают чудовища по соседству? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Ничего не понимаю. Попробуй мне как-нибудь пояснить. Включаем дурачка. Рука, лицо. Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. Зараза! Не отходи от меня. Мы пришли? Да, я огляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть.
Наверное, это бутылка. Держи. Молоко, шишка, улитка, кролик, телега, корзинка, пердеж. Как звучит? Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бругге. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка-карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. Да меня чуть удар не хватил. Тогда я пошел в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать: «Душегубик, душегубик!» И спустили на меня собак. Я что, похож на душегубика? Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьм. Кто еще мог меня заколдовать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Удивительно. Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз как лесной ручеек, а иной раз как гром. Ну и будем честны, болтаю я столько, что льется как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда появилась девица. Молодая, серовласая, как ты сказал. А вдобавок она была ранена и едва дышала от усталости. Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как эта чаща, вредные, злые. Лучше их не злить. А если кто-то все-таки перешел им дорогу? Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь, как им вздумается. Гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка, о сиротах заботится. Она говорит, будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривает? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать и тоже тебе помогу. Пойдем.
У нас на дворе подворье погода размокропогодилась. Ха! Осторожней! Берегись! Все в порядке. Ни полведьмы не видать. Сейчас спою бабушке, успокою ее. Соловьи уже умолкли, умер ветерок, а луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, бабуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Девушка, о которой я спрашивал. Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала. Нашел. Горячку у гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Ивасик добрый мальчик, а вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки.
Всемогущие хозяйки, отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Это была моя задумка. Я хотел с вами встретиться. А это что за статный молодец? Сладкий, будто с картинки. Видный, сильный, кровь с молоком. Тихо! Пусть говорит. Кто говорит твоими устами? Не дурен с собой, не глуп. И где ты такой выискался? Значит, вы и есть три ведьмы? Ведьмы? Где ты услышал такую мерзость? Опять бабы по деревням сплетничают. Зависть и низость людская не знают границ. Разве мы похожи на ведьм? Проверь. Коснись меня, седой. Где тебе больше нравится? Мне кажется, или этот гобелен сделан из волос? Какое прикосновение! Юноша, коснись-ка еще. Откуда вы берете человеческие волосы? А ты не слышал о пострижении? В этих краях мальчик становится взрослым, когда в первый раз обрежут волосы. Наша сестра делает гобелены из волос. Ровное плетение, хорошая судьба. А неровная? Неровное приходится распускать. Проклятие держит вас в этом гобелене. Какой пытливый. Нас не проклянешь. Это мы проклинаем. Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? Какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Эта девушка моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Мне мешает. Смотрите-ка, какой впечатлительный. Пенится, как пиво в катке. Люблю таких. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Я ведьмак. Я не боюсь монстров. Мы немало слышали о ведьмачьей похоти. Тяжкие времена настали, Белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей барышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты возвращайся, когда
Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун, валун лысый, знает валун, валун слышит. Уходи отсюда, не место тебе здесь. Ух ты! Настоящий воин! Мое почтение. Приятная деревня. Ну дык, Просто жемчужина болот. раз вы так говорите, И как тут живется? ну дык, от зимы до зимы. Узнаешь стилет? Да, сударь, не знал, что вы им принадлежите. Я никому не принадлежу. Ладно, к делу. Мне надо побыстрее с этим разобраться. Ага, так значит. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось. Коротко и по делу. Война пробудила старую силу, злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надобно прогнать темную силу. Мне нужно больше сведений. Лучше сами взгляните. Еще прабабка меня палкой била за то, что валандался по шепчущему холму. А уж что там сейчас? Пару раз окрестные мужики собирались. Хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла. Да только ни один не вернулся. Земля под травой белая от людских костей. Когда все это началось? Да уж почитай 3 года как. Помню, день был теплый. Я пошел проверить селки. Вынимаю зайца из ловушки. А тут разом темно сделалось. Хотя середина дня была. Я сперва подумал, буря будет. Такой писк раздался, что у меня уши заложило. Вдруг заяц у меня прямо в руках сгнил, а листья пожухли. Хотя лето только начиналось.
С тех пор плохо у нас стало. У людей зубы почернели, как в огне веточки. Бабы сварливые стали. Вцепляются друг другу в зенки, не пойми с чего. Ну и дети. Калеки родятся. Хромые. Страх и ужас. Мы давно уже просим хозяек леса о помощи. Хозяйки леса не знают, что это за сила? Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя, потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали? Я пройдусь по шепчущему холму. Токма осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет. Дождь. Волчьи клыки. Не приближайся. Отойди. Чую, откуда пришел. Силы, что меня хранят, знают, откуда пришел. Голос доносится изнутри дерева. Вернись. 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 Покажись, я хочу поговорить. Привет, Азель. Здравствуй. А мы тут к сюжетке добрались. На 2 часу стрима. Nine Souls играл. Игорь, кстати, тоже играет. Но я так и думал. Nine Souls. Ага, как Dark Souls.
Я иногда так тоже говорю. Похоже. Зачем ты пришел? Зачем кровь проливаешь? Ты пришел меня убить или освободить меня хочешь? Кто ты? Я оставила мой круг. Я хранила равновесие. Ведьмы меня убили, а дух прокляли. Никогда не слышал о круге друидов в Велене. Я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей. Бессильно скольжу по поверхности листьев. Наверное, ты хорошо знаешь ведьм. Они проклятие Велена. Они слышат отрезанными ушами, коверкают судьбы, сплетая пряжу из волос, черпают силу из котла, а варят они человеческое мясо. Возможно, я слегка ошибся насчет 30 часов, так как локации пошли обширные уже. Во. Мы об этом предполагали как раз, кстати. Что дальше может что-то еще внезапное такое случиться. Геймплей дальше пойдет. А потом может окажется, что игра капец громадная получится по итогу. Почему тебя убили? Ведьмы хотят эту землю, хотят этот лес для себя. Я встала у них на пути и умерла. На меня напали. Это моя тюрьма, осажденная крепость. Я жду убийц, а мой лес хранит меня. И кто тебя собирается убить? Сестры-убийцы. Они убили мое тело и теперь истязают душу. Но она противится. Ну, не думаю, прям огромная, но все-таки больше, чем я думал. Вот посмотрим, когда ты дойдешь до финала, и интересно мне будет услышать твое итоговое мнение прям. Когда ты уже в целом все увидишь, полностью всю игру, всю ее длину там, весь контент, который у нее есть. Как-нибудь там без спойлеров, конечно, постараюсь сказать, но в целом, когда уже все будет позади, итоговое какое-то мнение. Потому что сейчас одно мнение может быть, когда игра в процессе, когда уже все закончится, уже опосля, так скажем, итог может быть чуть-чуть другим. Вот потом еще раз расскажешь. Когда бы это ни было. Как так? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи меня. Прошу. Я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня. Прошу. Я могу быть вихрем. Могу помчаться. Могу их спасти только я. Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их забрали. Возврата нет. Куда их забрали? Я помогу им. Уже случилось. Этого не вернуть. В Арт-Цербин не ведут дороги. Они все умрут. Позволь их спасти. Ведьмы, что ты о них знаешь? Сестры
Сестры старше самых старых деревьев. Велен их королевство. Здесь все им служат. Сестры скрыты. Ты не сумеешь их найти. Сестры слышат все. Ты не спрячешься. Да, о игре есть много чего хорошего сказать. Но есть и, конечно, минусы, как мы поняли. Но они есть в любой игре, наверное. Главное, чтобы плюсов было намного больше. Я не могу принять решение сейчас. Вернись. Освободи меня. Прошу. Берегись моих стражников. Они все еще защищают меня. Ну, не знаю, может я ей и помогу, потому что все остальные разы я ее убивал. И по итогу, что там была не то чтобы прям хорошая концовка, то тут она будет не то чтобы хорошая. Короче, классическая для Ведьмака, что то фигня, что это фигня. Просто в этот раз, может быть, для разнообразия делать по-другому, потому что я на эту концовку уже капец давно не проходил. Да и все равно я считаю, что там по итогу получится из-за этой концовки, что оно не сильно-то и лучше. Ну и плюс там в далеком будущем оно вообще никак не повлияет. Просто будет чуть-чуть грустно. Но в другой концовке, с другой стороны, тоже грустно, так что... Ладно. Просто я этой концовки уже давно не видел. Чисто ради этого, наверное. Я ждала. Ну не только из-за этого, но и Вернулся. в том числе. Ты принял решение. Принял. Помоги. 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 Я хочу снова быть свободной. Интересно, насколько быстрее сможет пройти Игорь. Вот и узнаем. Пока он еще не рассказывал о своих впечатлениях. Видать, недавно только начал играть. А ты уже, я так понимаю, там потихоньку к финалу какому-то приближаешься. Возможно. Если ты сможешь спасти сирот на поляне, я помогу тебе. Я найду их. Освобожу. Вызвали меня из тюрьмы. Кровь — мое спасение. Проведи обряд с чернотой вороньих перьев, с белизной моих костей и с резвым скакуном. Дикий, резвый скакун, что пасся на лугах, темный, как бездонный колодец, черный, как глухая ночь. Вот кто нужен мне. Собери все, приди и принеси. Воронье перья у меня уже есть. Отыщи мои останки. Какое совпадение? И приведи коня. Резвого жеребца. Черный вихрь, обернувшийся конем. Зачем нужен черный конь? Я стану с ним одним целым, как тогда, когда я жила. Мы будем как вихрь, ничто нас не удержит. Диких коней ты найдешь на заливных лугах. Где я найду твои останки? Мои кости почили в одинокой могиле. Ступай на запад. Это недалеко. Ну, чую, что мне осталось 2-3 сюжетных босса. Ну, посмотрим. Может же оказаться, что действительно там тебя еще ожидает много контента.
Вдруг что-то там так как-то завертится, закрутится, что это еще далеко не финал. Вот и узнаешь. Я соберу все, что нужно, чтобы тебя освободить, и вернусь. Собери и принеси к провалу в холме. Туда, где сердце дерева. Пробей мое сердце. Пусть льется кровь. Я буду съедена, чтоб снова возродиться. Ступай и вернись через вход, который я открыла. Третий акт, так называемый, увидим. Но вообще напрягает, что у меня всего 37% достижений. Интересно. Либо там прям надо какими-то особыми способами боссов побеждать, либо, может, тебя действительно еще много чего контента. Много контента ждет. Всякого еще может быть. Шепчущий холм. Ничего тут не заныкали в этих корнях. А что дальше планируешь играть после Nine Souls? Ультракилл дальше? Или еще что-то? Странные кости. На человеческие не похожи. Я в целом-то и немного играю. Но, скорее всего, да, буду пытаться полностью добить ультракилл. Ну, понятненько. А насчет музыки, как успехи? Дальше не делал. Вот как назло, на Nine Souls скидка сейчас со вчера еще вроде. Ну вот. Вот так всегда. Как назло. И какая скидка сильная? Большая в смысле? Может мне тогда задуматься, раз скидка? А какая была скидка в прошлый раз, ты не помнишь? И какая сейчас? Такая же или больше? Отстаньте от меня. Какие все тут настырные эти мобы. Как прицепятся, так будут полкарты за тобой бежать.
черный конь. Погоди. Мне показалось. Давай. Какие глаза страшные у лошади. Мы можем начинать. Прям красные какие. Дай мне полететь на крыльях ворона. Пусть мои кости упокоятся среди перьев. Все это сложи под сердцем. Потом пробей его. И подведи коня. А нет, это Deluxe Edition со скидкой. У игры пока нет. Но думаю, скоро таки скидка будет с распродажи летней. Ну, главное только не пропустить ее. По идее, должна быть, да. Возлагаю перья ворона. Когда-то я была свободна. И снова буду свободна. Возлагаю твои кости. Когда-то я была плотью. И снова буду плотью. Освободи детей. Я спасу их. Я всегда держу однажды данное слово. И все? Больше ничего не расскажешь? Магия — это место силы. На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть. Что там такое поселилось? Поверь, этого тебе знать не стоит. Так что ж вы сделали? Что я сделал на холме, это мое дело. И то правда. Что я в этом понимаю? Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о плате. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте костелет. Сейчас вернусь.
Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Но эти имена, ни одного босса не помню, как зовут. О, я уже представляю. О, пришли красавицы. Спрячь оружие, юноша! Он еще краше. Вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелене. Ну, принеси. Принеси, а не разглядывай. Ты снова выказала непослушание. Обычно мы прощаем тварей, но ты не уследила за детьми. Они не хотели отсюда уходить. Им здесь нравилось. Они играли. Ты понесешь суровую кару. А сейчас молчи. Мы хотим поговорить с Белоголовым. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Вронец. Она не принадлежит никому из людей. Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей, она согласилась служить. Она носит наш знак. Она наша. Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. Хотя все эти имена и названия все-таки классно звучат. Дао, Лао Цзи, Фанши. Ну, возможно. Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, храбрый юноша. Ты уничтожил силы зла. Ты вернул покой нашим подданным. Я освободил духа, который жил в дереве. Вы слышали? Измена! Это она забрала детей. Она! Мы заключили договор. Я должен был помочь жителям деревни. Я выполнил задание, им уже ничто не угрожает. Значит, ты провести нас решил. Да, я вас провел. Не только вы умеете меня проводить, но и я умею вас проводить. Для чего вам были нужны эти дети? Нужны? Нам? Это они нуждались в нас, в нашей заботе. Ты подверг их большой опасности. Мы не можем им помочь из-за тебя. Оставьте, сестры. Всему свое время. Чей дух был заключен в дереве? Дух той, что когда-то обманула смерть. Ты освободил древнюю силу.
она снова восстанет. В другом месте, за пределами наших чар. Вновь польется кровь. Вот к чему приводит человеческая глупость. На гобелене вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Вот это нарядились. Если бы ты знала, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Я впечатлен. Полиморфия — редкое умение. О, я могу высосать тебя досуха. Я могу сплестись с тобой в одно целое. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Я не затем пришел. Вы знаете, зачем я пришел. Знаете, что мне нужно. Ты будешь мечтать о нас во сне и вернешься за тем, что отверг. Вы всегда возвращаетесь. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слова. Девушка. Мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедняжка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Девушка, которую я ищу, ни разу никого не обидела без причины. Ты давно ее не видел. Она переменилась к худшему. Почему она на вас напала? Она не та девочка, которую ты знал. Ее переполняет гнев. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это по звериным внутренностям. Мы видели ее образ, как рябь на луже. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Кровь смутьянки. Она спит? Как ягненок. Нечего конетелиться. Стол накрыт, в котле клокочет. Нам нельзя! Она предназначена ему! Получит ее Имлерих, но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. О, у меня слюнки текут. Будь по-твоему, иди. О, девчонка, ты еще пожалеешь. Вернись. Делай ноги. Вернись. Вернись. История Цири, бегство в болото. За тобой.
Вот эта толпа за мной гонится. Насчет музыки продолжаю делать. Снова с гитарой. И вдобавок виолончель. С хором. И еще и с хором. Прям улучшаешься, я смотрю. И то тебе, и это, и виолончель, и хор. Вы хотели ее убить. Вы хотели разделать ее как зверя и сожрать. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Старшая кровь. Удивительная девушка. Но ты и сам знаешь. Жаль, что она убежала. Все получение музыки из Ультракила. Ох уж этот Ультракил. Наш родной. Она сбежала от вас. И я ее найду. Мы вернемся вместе и убьем вас. Ты вернешься. Вернешься. Судьбы наши сплетены. Так и будет. И тогда кто-то умрет. Не одна из нас. Теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать во мгле. И всюду будешь находить только ее отражение. А если настигнешь ее, если девушка умрет? До свидания, мой рыцарь. Скоро свидимся. Вот и все ведьмы. Рассказать барону, что стало известно о бане. Пряха, шептуха. И... Ну, последнюю давай. И кухарка, короче, последняя там. 3 ведьмы. Опыт. Все, тогда возвращаемся к барону. Красивое освещение. Ой, тут столько было вот таких вот, например, вот таких, да, вот таких вот закатов было. Уже столько их прям. Можно было просто встать и стоять вот так вот. И наслаждаться пейзажем. И никуда не бежать. И рассветы, и закаты тут просто вау. На обои, да. Еще бы где-то какой-то прям ракурс. Фоторежим какой-то включить. Сделать скриншотик. Чуть-чуть подрихтовать в фотошопе и все. И на обои. И произведение искусства. Что, неплохая работа моему Любушке. Ну давай, не стесняйся. Ну, конечно, У меня найдешь все, что Вчера нужно. вот целое ведро очистили. Ты что такой снулый? Знаешь, ведьмак, на тебя всякое болото. Я вот не забуду. Это ведь ты, тот самый белоголовый. Розовое небо такое. Из-за заката. Романтика в Ведьмаке прям какая-то. Так, у меня есть там что продавать? Есть.
Чем могу? Я хочу посмотреть. Даже в Скайриме, помню, несмотря на графику, бывало невероятно красивое освещение, которое эту графику полностью меняло будто бы. Угу. Даже в таких относительно старых играх бывают очень даже красивые моменты. Несмотря на то, что они такие старые уже. Блин, опять сравнение поломалось. О. Бывай. А твое бледное рыло людей не бесит? Не бесит, не переживай. Скажу, все скажу. Где кража спрятана? Твои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Теперь Бог. Силы на казнь прибереги. Должно быть рада. Прошу, умоляю. Кстати, тут кулачные бои прям. Да не застревай, Геральт. Кулачные бои финальные в Велине. Этот ведьмак всех побил. Может, он и тебе задаст жару. А вы чего? Кровавый барон о вас знает? Ведьмак без мечей все равно, что мужик без яиц. Я готов. Глядите, кто у нас тут? А барон знает, как его люди тут развлекаются? Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Херово ставит. Все время проигрывает. Начнем. Ну давай, подходи. Начнем. Ой, слов-то было, слов. Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. С удовольствием. Барон о вас знает? Тебе здесь делать нечего. Но это когда-то в будущем. Ну, как обычно. Ну да. А у тебя седой тоже. Но на поздних этапах там действительно может быть сложновато. Велено это пока у нас начало, первые бои, первые вот эти скачки, первое все. Ну, с чем пришел? Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на Кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались.
Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? Именно так. Да, так я и думаю. Может, для вас, ведьмаков, мир и правда черно-белый. Только у обычных людей он состоит из оттенков серого. Моя история тому свидетельство. Да ну. Еще, может, ты тут жертва? Бедный несчастный такой нашелся. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну давай, рассказывай. С Анетой у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она взяла и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этейну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Я по-прежнему вижу здесь только твою вину. Ты дашь мне договорить? Ну хорошо. Что было дальше? Я воевал на разных фронтах, получал жалования, а Анетта одна сидела целыми месяцами. А позже я узнал, что она была не так уж и одинока. Ее почти 3 года утешал какой-то Эван, друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она 1 раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробу она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, а требуху его бросил псам. В конце концов, тебя же не просто так Кровавым зовут. А? Прозвище обязывает. Нет. С Кровавым это совсем другая история. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я, если б не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтобы я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее саму убил. Я 1000 раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через 2 года злость ее перешла в равнодушие. Но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Ох уж семейка. Не знаю, зачем ты мне все это рассказал. Твои отношения с женой — это твое дело. Чего еще ждать от ведьмака?
У меня нейтралитет. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Твоя жена служит ведьмам. Ты, сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топях. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Она заключила договор с ведьмами и, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото, даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажутся. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь, ты бы тоже надеялся на их милосердие? Нет, я бы не надеялся. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Соберу людей, пойдем туда и вытащим Анну. Пойду за чаем. Давай. Ну, если все так, как он рассказывает, то у них тут точно никакой семьи уже не было и не будет. Даже если бы в теории все могло быть хорошо, то ничего там хорошего уже не могло быть с этими их изменами всякими прошлыми и равнодушием прошлым. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я... На вас напал Василиск. Да. Ну и здоровая же была скотина. Он, когда перед нами приземлился, я решил все. В этот раз нам уже не вывернуться. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь. Выживешь! Ну тогда покажем этой сволочи. Я ломлю. Деревья! Бегите между деревьями! Да приземлись ты уже, пора летать. У Цири нет арбалета, как у Геральта. Ты бьет больно. Чуть таргет ни черта не работает на больших боссах, как меня это бесит. Унесло себе на ужин. Чтоб тебя. Я этого так не оставлю.
Вот это лицо. Ты все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. Ты тоже мне помог. Дал мне приют, велел обо мне позаботиться. Мы квиты. Тебе не обязательно уезжать. Здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию. Я должна. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград, а там увидим. Значит, наша дорога на Новиград. Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Переправа через Понтер окружена риданскими войсками. И несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу риданцам. Я дал ей охранную грамоту. Чай тут. И Азель тут. А чай один, без ничего. Без всяких там бутеров, печенюшек, шоколадок или еще чего. Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в Темерском войске. Но переправу охраняют риданцы. Если есть заслуженная репутация и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, то, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Без ничего. Пойду конфетки возьму. Ну, хоть что-то. Все, сникерс имеется. Сникерс, ну хоть не Барни. Немного наличных всегда пригодится. Немного наличных всегда пригодится. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Ну, Геральт заговорил аж Будет здорово, прагматически. если ты к нам там присоединишься. Ясно. Вот ты где! Опять сбежал! Извиняюсь, мы уже ушли. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума и считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого не назвал. Значит, он умеет говорить? Не. Я спросил, мол, как звать? А он ничего. Только тычет себе в нос палец ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю. А тебя как зовут?
Он смотрит на меня, как на глупого, и гудит такой. Ума. Вот. Вот так прицепилась. Ну вот барни я бы поел. Начал бы с ног, чтоб помучился. Бугага. Потом руки, потом башка. Так ему и надо. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся? С ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Ой, да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон, и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. И что смешного в этой истории? Ну, поехал я как-то в Новиград. Развеяться, вкусить, так сказать, радости большого города. Остановился в трактире. А там как раз играли. Вот, и я присоединился. Карта мне шла. Прям вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со Скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, чё? Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во вродице. Вот и песенки конец. Очень смешно. Животики надорвешь. Да чтоб ты понимал бы. Животики надорвешь. Где-то я эту цитату тоже слышал. За пределами Ведьмака. Ну теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да. Хотя я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот, у сукиного сына, есть что-то такое вот умное в глазах. Не знаю, может, кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Ну, ладно, ничего он. Жрать много не жрет. Хлопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся. Мне пора. Прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. Так мы еще встретимся. Прямо сейчас. И будешь для нее хорошим отцом. Надо было сразу с ним ехать, Геральт. Чем тут догонять их. Дела семейные, задание завершено. Возвращение в Кривоуховый А твое тур. бледное рыло людей не бесит? Левого уха-то нету. Надо до конца разобраться с делами барона. Что тут стряслось? Вы тут что, кровную месть устроили? Господь... Что еще за мара? Что ты несешь? Конь большой, призрачный. Люди с ума посходили. В горло друг дружке вцепились. Сосед ли, дитё ли, всех убивали. Это дух леса. Мстит тем, кто хотел его погибели, и насылает на людей безумие. Геральт! Хорошо, что ты пришел, а то мне с ними никакого сладу. Надо будет их кнутом проучить, а то... Господин, то же самое и они говорили об этой Маре. Значится, что злой дух леса.
Кто говорил? Охотники. За колдуньями. Только что здесь были. В деревушку на болотах собрались. И девка с ними ехала. Про мать выспрашивала. Девушка. Геральт, едем туда. Сейчас же. А, это они так называются? Я думал, ты от себя Кривоуховый добавил. Не, они так называются. Сегодняшний стрим был посвящен им. Важное сюжетное место, хоть и мерзкое. Эти болота, блин. Эти топи. Согласен. Сейчас я людей соберу. Живо собирайтесь. Пойдем на болото. На ведьм охотиться. Так вы еще живы, сударь? Вам что же, Ёбаные топи. ничего не сделалось? Ух, тут тяжелый. Вот у крестьян мозги Где гниют. люди? Что тут произошло? А нет никого. Вот что только холопы Всех не вырезали. придумали. Сами себя поубивали. Брат брата, сын О, отца. да. Ты Сидят что? какие-нибудь старухи безумные. Примчался да людям черный головы жеребец. морочат. Анна Там с он, ними осталась, неподалеку от потому той что... хаты. Блин, Встал на дыбы. барон, не бубни мне под ухо. С ума сошли. Ежели мать Кто-то какая один. дитя несла, так грохнула его о стену. Страшно. У меня язык сказать не может, что глаза видели. А разум мой об этом забыть мечтает. Бывай. Вот такого момента я не помню. Тут прям все деревни друг друга поубивало. Ладно. Вот теперь барон может говорить. Ага. В этот раз он не хочет. Вот надо было подождать, а не, блин, все вместе. В разные уши мне орать. Свободзаки, что ты наделал? Мне нравится этот диалог. Приготовились. Сейчас что-то вылезет на нас, походу, раз все мечи достали. Я так и думал. Будет чертям потех. Жестко. Жестко. Да, это жестко. Как в том меме. Сейчас вот справились. Но дальше-то что? Что? А дальше веселее. Сильный дед. Я-то? Да не в жизнь. Ладно, господа, шевелитесь. Я и сам на болоте живу, если так уж говорить. Ну не прям уж на таком. Где трясины. Или прям таком. От меня тут тоже относительно недалеко. Много всяких болот. Но конкретно в игре тут место прям мерзкое. Мое прям самое нелюбимое за всю игру. Если сравнивать чисто с другими локациями. Более приятно, более красиво. Что это было? Водные бабы. И откуда такое берется? Так это ж бабы, которые водки напились и превратились. Потому бабе водку не давай. Серьезно? Интересная теория насчет водных баб.
Водки напились, вот и превратились. Интересно. Ну, не такое, но болотные прям места есть. Оу, что-то тут веселое происходит. И мы присоединяемся к этой заварушке. После поговорим. Ведьмак? Ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться. Ты же привела с собой друзей. Я не боюсь. Вечный огонь меня защитит. От меня и защищать не придется. Тамара, доченька, Доченька, вернулась все-таки. встретились. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Твой отец и правда хочет найти жену. Твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его сторону? Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял 5 людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Он на Хейтема из Ассасина 3 чутка похож. Такое совпадение, что ты про 3-й Ассасин как раз вспомнил. Который у нас в ближайших планах, скорее всего. Перед 4-м. Возможно. Если все будет нормально. Нет. Нет. Эй, сюда! Ого, 3-й Ассасин мне как раз нравится. Да еще и ремастер. Ну, тримастер уже не так нравится. Ну вот, я так и думал, что ты так скажешь. А я ремастер вот толком и не видел и не играл. Будет повод, наверное, как раз заценить. Но многие я видел и слышал, что недолюбливают его тоже. Это правда она? Нет. Это невозможно. Что даже можно с этим сделать? Ведьмак! Что-то приближается. Готовьтесь.
Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Это не волк. Приготовьтесь. Это что-то веселее. От тебя Водные бабы атакуют. ты испортишь нам трапезу. Прекрасное тельце, мускулистое, аж слюнки текут. От тебя смердит страхом. Ты испортишь нам трапезу. Воу. Да блин, какой фоторежим. Порубим тебя, юноша. Вот это громило приперся. Выйдем, супчик. Ничего себе, как больно. Тебя смердит страхом. Ты испортишь нам трапезу. Порубим тебя, юноша. А ты выйдем, супчик. Прекрасное тельце. Мускулистое. Бес. Это бес. Что это было? Похоже, бес. Ведьмы нас почуяли и послали его за Анной. Проклятые ведьмы. Мало они нам зла причинили. Посмотрите на нее. Послушайте эти звуки. Ведьмак, ты в этом разбираешься, скажи. Что с ней? Спокойно. Криком здесь не поможешь. Тебе легко говорить. Это моя мать, ты понимаешь? Он на нашей стороне. Успокойся, ведьмак. Ты знаешь, что с ней случилось? Вот разочароваться в Ubisoft очередной раз. Ну, нам не привыкать. Но мы больше будем, наверное, сосредотачиваться на нашей любимой классической истории, чем на обсирании и ремастере, я так надеюсь. Как же режет, когда они в одно ухо говорят: ой, согласен, ой, полностью согласен. Когда я был тут в последний раз, она выглядела иначе. Должно быть, ведьмы наложили на нее какие-то чары. Ты сумеешь их снять? Нет, пока не узнаю, что это. Она же тут не одна жила. Может, кто-нибудь что-нибудь видел? Разве что и Васик. Кто? Ну, паренек-отшельник, живет на топях. Я знаю, он иногда здесь крутился. Мог и заметить что-нибудь. Пойдем к нему. Он не любит чужих. Лучше я один схожу. Подождите здесь. И некоторые звуки еще в игре как будто громче намного тех остальных. Еще и когда в одно ухо, это вдвойне прям неприятно. В вечном огне сгорят наши грехи. Может, да, может, нет. А может, иди ты нахуй. Ой, ну и вонь.
Ивасик! Ивасик! Здесь его нет. Что-то случилось. Надо посмотреть, может, он где-то прячется. Освещение поломали в ремастере. Если оригинал правильно его ставил, то в ремастере его будто лишь бы сделали. Ну, не буду же я оригинал только из-за этого специально играть. Мне насчет метро тоже так говорили. Свежие следы. Классического, Ивасик что оно побежал лучше, туда. чем Redux. Он спасался от чего-то. Но мы Redux проходили. Тем не менее. Ивасик. Ивасика я знаю, проснись. кажется, видел. Что? Прикольный персонаж. Ой, ведьмак, ну ты меня и напугал. Я уж думал, опять эти вредные бабы. Я убил нескольких возле твоей норы. Ведьмы их наслали в наказание. Ты перешел дорогу ведьмам? Я им противился, а они такого не любят. Что ты сделал-то? Вступился за бабушку. Она всегда была добра к детям, а я без них бы помер тут со скуки. Я просил у ведьм, чтобы они не обижали бабушку, а они обозлились, что она не уследила за детьми. То есть ты видел, что произошло с бабушкой? Она случайно просыпала в золу маковые зерна. Ну, я пришел помочь, отделить их. Мать природа дала мне маленькие ручки, так что мне проще. Перебираем, работаем, бабушка что-то там плетет, и вдруг как завопит. У нее на руках знаки стали светиться. Она закричала, чтобы я прятался. Влез я в сундук, а мигом позже вошли ведьмы. Пряха отрезала бабушке прядь волос и сказала, что это в наказание за детей. А потом ведьмы спустились вниз, через дверь в полу. Ты за дверь заглядывал? Что я, по-твоему, глупый? Ты, по-моему, любопытный. Мое любопытство кончается там, где начинается глупость. Логично. Зачем пряха отрезала бабушке волосы? Ведьмы забирают у людей уши, чтобы все слышать, и волосы, чтобы властвовать над людской жизнью. Иногда они плетут из волос странные шнурки, а иногда забирают их вниз. Ты так и сидел в сундуке, покуда ведьмы не ушли? Я собирался. Сиди тихо, говорю себе, пока не уйдут, не шелохнись. Как вдруг бабушка упала на землю, как подкошенная, и начала вопить и рвать волосы. Я не знал, что делать. Вылез из сундука, хотел дать ей тех травок, которыми она лечила детей. Только это уже была не она, а чудище. Так ты дал ей травы? Не успел, потому как ведьмы вернулись. Я упал на колени, умолял, чтобы они ее простили. Но кухарка сказала: «Мальчик не слушался. Нельзя говорить «нет», если сестры говорят «да». А шептуха на это: «Беги-ка, маленький, пока у тебя ноги не сгнили». И все начали смеяться, а я дал дёру. Видно, тебе повезло, раз ты сбежал. Сбежал-то сбежал, но ненадолго. Если мне шкура еще дорога, придется забыть о моей милой норе. Ведьмы-то знают, где меня искать. Может, попробуешь уйти вглубь болот? Что там опять рычит разве на что фоне? так. А ты Никакой что будешь тишины на делать? этих болотах. Попробую разобраться с этим погребом. Думаю, это ключ к тому, что стало с бабушкой. Поможешь ей? Может, еще не слишком поздно. Спасибо за помощь и удачи. Взаимно. А если тебе по дороге еще встретятся эти водные бабы, накостыляем как следует от моего имени. Будет сделано.
Васик Булка. Почему бы и нет? Мы с ним еще когда-то встретимся. Не скоро это будет, но встретимся. Ты узнал что-нибудь? Похоже, все, как я и думал. Ведьмы наложили на твою мать проклятие. Они отрезали у нее прядь волос, а потом спустились вниз. Под домом есть какой-то тайный подвал. В таком случае не будем терять времени. Идем. Я работаю один. Это касается всех нас. Мы ведь не знаем, что там. Отряд охотников наделает больше шума, чем один ведьмак. Я представляю церковь Вечного Огня на этих землях. И мой долг тебя сопровождать. Вообще всем по барабану, что ты там представляешь. Остальные пусть останутся с Анной. И Я 5 копеек должен сунуть. Если наткнусь на что-то интересное, я скажу. И том, что знает, что он тут ни черта не поможет. Вот деловитость свою опять включает. Ненужные моменты, как мне не нравятся вот такие NPC. Я знаю, что я ничем не помогу, но я хочу свои 5 копеек вставить, потому что вот я такой важный и деловой. Во имя Вечного Огня. В жизни столько не видел. Ты знаешь, что это? Выглядит довольно гнусно. Это обряд черной магии. Колдуньи заклинают кукол, чтобы получить власть над человеком. Они вплетают в них человеческие волосы. Значит, мы можем освободить Анну с помощью куклы, которая ее изображает? Это единственный способ, но очень рискованный. Видишь, в волосы вплетены предметы. Вещи — это как бы символы людей. Надо найти куклу Анны и забрать ее отсюда. Откуда ты столько об этом знаешь? Из книг по черной магии. Сперва мы их просто сжигали. А потом решили, что их стоит сперва читать. Значит, отравляете свои помыслы ворожбой и суевериями. И что по этому поводу думает иерарх? Ты его видел? Нет. Вот и я тоже. Вот и поговорили. Раз это так опасно, значит, придется выбрать правильную куклу с первого раза? Я за это не возьмусь. Я не знаю Анну. Ты разузнал о ней больше, тебе проще выбирать. Так, ну давай взглянем на куклы. Так, тут надо аккуратно. Кукла с красной бусиной. Как у нее были бусы на шее. Кукла с птичьими перьями. Но это вряд ли. Кукла с фиолетовой мальвой. Ну, тоже вряд ли, наверное. Кукла с человеческим ухом. Ну, не знаю. Мне, наверное, кажется, с бусиной. Потому что у нее такие были. А вот все остальное, вот как-то с ней даже не связано, мне кажется, абсолютно. У этой красная бусина. Похожие бусы носила Анна. Как и половина женщин от Новиграда до Венгерберга. Ну, тоже верно, да. Да. Пожалуй, взгляну на остальные. В эту куклу воткнуты птичьи перья. Я бы скорее предположил, что она символизирует Филиппу. Филиппу? Филиппу Эйльхарт? Если так, то... Успокойся, это просто мои ассоциации. Филиппа слишком хитра, чтобы попасть в лапы к ведьмам. Кроме того, мы здесь не ради Филиппа, а чтобы спасти Анну. И между ней и птичьими перьями я не вижу никакой связи. Может и так. А если здесь есть какой-то подвох, и эта кукла и вправду символизирует Анну? Ты меня тут не сбивай с толку. Сомневаюсь, вряд ли ведьмы этими куклами собирались кого-то обманывать. Он тут Нужно стоит, смотреть остальные куклы. Стоит, чтобы меня с толку сбивать специально. Это интересно. Кукла с каким-то цветком.
Что в ней такого? Это не какой-то цветок, а я фиолетовая понял. мальва. Барон как-то обмолвился, что это любимый цветок Анны. Точно, да. Думаешь, это та самая кукла? Барон еще об этом рассказывал, когда мы в саду сидели, эти самые райские бутоны. Райские драконы. Вполне возможно, но я не уверен. Нужно осмотреть остальные куклы. А к этой прикреплено человеческое ухо. Наверное, это ухо какого-нибудь селянина. У Анны оба уха на месте. Верно. Давай осмотрим остальные куклы. Не, ну тогда, наверное, Мальва. Сначала думал бусина. Но, походу, Мальва, потому что, ну, это ее любимая. Действительно с ней связано. Но тут может быть подвох. Ну, перья прям очень вряд ли. Это интересно. Кукла это не как... Рискнем. Я уверен. Возьму ее. Быстро! Наружу! Мама, Получилось. ты вернулась. Теперь все будет хорошо. Родная, я умираю. Она бредит. Она не понимает, что происходит. Ты еще очень слаба. Тебе надо отдохнуть. Нет. Послушайте, ведьмы, я до конца должна была оставаться чудовищем. Вы расколдовали меня, и теперь я должна уйти. Ведьмак, о чем она говорит? Ведьмы нас перехитрили. Их проклятие — смертный приговор. Его невозможно снять, по крайней мере так, чтобы Анна осталась жива. Можно было ненадолго прервать его, но оно осталось в силе. Что? Что это значит? Она умирает. Хорошо видеть вас вместе. Прости меня. За все. За все прости. Мама! Доченька, помнишь, как мы были на Ине? Помню. Мы ели сладкие сливы, а на тебе было голубое платье. И ты сплела мне венок. И мы все время смеялись. Такой меня и запомни. Нет! Но они хотя бы Благодарю тебя. пообщались под конец. По крайней мере, они с ней попрощались. Ну да. Я больше ничего не смог. В другом варианте она бы просто была Идем, дитя. Вечный огонь принесет тебе успокоение. совсем другой, скажем так. И там бы они вообще не могли нормально толком попрощаться. А тут хоть какой-то Оставь типа меня. плюс. Хотя вряд ли это плюс. Плату заберешь во Вроницах. Ну тут, короче, сложно. Что то фигня, что это фигня. Веселого в игре мало. Очень мало. Очень-очень мало. Это не твоя вина. Я знаю. Но от этого не легче. Со временем боль уйдет. Хотелось бы в это верить. Побудьте с ней. А потом мы ее похороним и вернемся в Новиград. Хорошо. Оставь меня. Дадим ей минутку. Пусть придет в себя. Когда она немного успокоится, вернемся в Новиград. Так точно.
Ведьмак, Хватит с меня этой работы. Ну, хватит с нас этих болот тоже. Хотя тут вот можно по пути сделать вот это, чтобы потом опять сюда не возвращаться. После этого вернемся к барону. Это лучше это сейчас сделать, чем потом опять сюда возвращаться и опять возмущаться, что опять эти болота мерзкие. Так что лучше сейчас сразу все дела тут доделаем и окончательно с ними распрощаемся. Держитесь подальше от тумана, если вам жизнь дорога. Сначала лут. Уважаемый, будьте осторожны. На болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, тот уж дома не увидит. Расскажи мне что-нибудь еще об этом чудовище. Сам я его разве что однажды видел. Да и то издалека. Сперва подумал, что человек. Но он как обернется, а у него глазища полыхают, как угли, и пасть клыкастая. Гуманоид. Ведет ночной образ жизни. Угу. Когда он начал нападать? С неделю тому назад. Тогда Воебор пропал. Несток и Томил пошли его искать, тоже не вернулись. Я вот испугался. Теперь уже никто на болото не ходит. Лагерь стоит пустой. А там такой торф, господин, черный, как смола, маслянистый и на растопку хороший. Страшно интересно. Но вернемся к делу. Страшно интересно. Я так понимаю, это ты повесил в Штейгерах объявление? Понятное дело, я. Хорошо, хоть кто-то читает эти писульки. А то я 60 яиц отдал писарю за помощь. Я могу помочь. За плату. Разумеется. За даром-то даже волк лук не тянет. Боюсь, мне надо больше, чем валу. Сколько ты готов заплатить? У меня столько нету. А, понял. Может, парой крон меньше вас тоже устроит? Конечно. Еще У меня много? столько нету. Ладно. Ох, дорого вы берете за Ой, услуги, дорого, там на мастер 13 ведьмак. монет больше. Ну, пускай так. Зачем Я вообще тогда согласен. эта функция торгов есть, если она прям минимальное что-то добавляет? Хотя в некоторых заказах она прям нормально добавляет. Это, видать, зависит действительно от заказчика. Бедный он или богатый. Хорошо, я берусь за работу. Где искать чудовище? Так к югу отсюда начните. Только осторожней. Над этими болотами мор какой-то висит. Глаза щиплет, в горле скребет. Да так, что задохнуться можно. Заказ чудище с болот. Не попал? Ага, хилки заканчиваются, надо будет восстановить. Утопцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать. Перед этим боссом по заказу.
Ну что ж, как угодно. Вот если бы сейчас на фоне был бы тот самый закат красивый, вот это было бы действительно прям бомбическое какое-то изображение для рабочего стола. Только вот это окошко медитации чуть-чуть мешало бы. Да, место хорошее. Угу. Хотя тут же еще есть этот фоторежим. Как раз для таких случаев. Необычный туман. Это запах. То прям Кажется, пахнет металлом. хочет заняться этим по полной. Всеми этими фоточками. Так, у меня вроде есть зелье против яда. Не, все равно воздух пропадает. Также тут много утопцев на этих болотах, что логично, конечно, но все равно капец много. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Следы как-то разные. Значит, особей несколько. След был скрыт магией. Это уже интересно. Интересно. И куда он ведет? Он даже оружие не успел вытащить. Чудовище, должно быть, напало из укрытия. Жабы квакают. Аутентичненько. Болото есть болото. Тело сгнило почти полностью. Похоже, это старый туманник, который прячется за иллюзией. Найти логово туманника. Вот оно. Что-то есть. Там артефакт Кейры. Так, сохраняемся. Сейчас будет босс. Ну что ж, как угодно. Ну, не прям сейчас. Пока только охрана какая-то. Сильные сволочи. Должно быть из-за тумана. А вот сейчас босс.
Ой, красивые руны на мечах, конечно, у нас разноцветные. То зеленые, то красные, то синие. А вот и он. Так, я хочу кое-что выпить. Раз уж мы тут занялись по полной. Это все не то. О, это можно. А, все, интоксикация. И еще масло, точно, масло. Это у нас гуманоид, он сказал. Он куда относится? В трупоеды? Да, трупоеды, вот он. Лунная пыль, трупоеды, Квен. Это больно. Воу. Пора бить стену где-то. Нет, один удар на мне и один удар на него, и гейм овер. Хорошо. Ну, интоксикация прям сильная, капец у меня. Мне надо срочно этот самый белый мед. А то я так от интоксикации быстрее помру. Либо надо будет потом перекачиваться чуть-чуть в нее. А то мы парочку зелий выпьем и все, мы уже умираем. Это не дело. Я-то вообще в интоксикацию, в зеленую ветку не качался. Вообще. Наверное, стоило. Хотя бы чуть-чуть. Так, тут нет больше сундуков. А если найду? Нету ничего. О, опять этот закат красный и розовый. Обожаю его. Стоп. Тут ничего нет. Ничего нет. Все, идем сдавать квест. Прям тут рядом. Как глянул вчера агента. Какого агента? 007, который? Угу. Как тебе? Я вот все еще его не смотрел вообще. И даже не знаю, стоит ли начинать смотреть или потерпеть и как-нибудь самому лучше пройти. Я вот 50 на 50 думаю. Либо самому не проходить, а посмотреть уже лучше, или потерпеть и как-нибудь за него взяться.
Какие вести? Чудовище убито, мгла развеялась. Вот ведь в деревне обрадуются. Ну, вы заслужили награду. Прошу и счастливого вам пути. Ты дал меньше, чем мы договаривались. Потому как, мастер-ведьмак, я ведь из-за этой бестии торф копать не мог. А семью-то кормить надо. У меня едва-едва пригоршня крон осталось, а мне бы инструменты еще прикупить. Помилосердствуйте, я заплачу, в 2 раза больше заплачу. Только через неделю, как на ноги встану. Будь по-твоему. Но если ты думаешь, что я забуду, тебя ждет неприятный сюрприз. Спасибо, мастер-ведьмак. От всего сердца спасибо. Да поможет вам Мелители. Пусть детки у вас... Давай за работу. Какие еще детки? Вернуться через неделю. Ну, главное не забыть. Ладно. Теперь с болотами точно все. Там осталось 2 вопросика не сделанных, но это я когда-то там потом доделаю вне стрима, тем более там по уровню мне еще рановато. Как и вот эти некоторые места. В остальном тут больше ничего нигде. Тут рано, тут рано. Да, с этой частью локации у нас все. С этими топями. Возвращаемся к барону. По графике и анимации все отлично вполне. Правда, озвучки нет. рыло людей не бесит? Ну это да, чуть-чуть обидно. Но я уже привык. Привет, Игорь. Дай угадаю, играл Nine Souls? Где золотишко прикопали? Или тебе собственной матери не жаль? Где деньги? Не хотите говорить добром? Нет, прошу вас. У нас уже ничего не осталось, сударь. Помогите. Не вмешивайся! Оставьте их в покое. А тебе что до этого? Я не буду спокойно смотреть, как вы их грабите и убиваете. Так не смотри, впечатлительный какой. Ты еще здесь? Эй, взять его! Ты что творишь? Тебя страх! Сбоку заходи, сбоку! А мне надо их кулаками лупить или чё? Что-то он не захотел меч сначала доставать. Как вы, блядь, не научитесь? Черт! Колдовство! Спасибо, сударь. Не знаю, кто вы, но... Спасибо. Ходит такой. Они бы нас как свиней перерезали. Пешком пройтись. Сам-то я не видел, но, говорят, схватил за плащ и врыло его. Врыло, сука, ты понимаешь? Врыло. Пиздишь. Твою ж мать. Куда вы так спешите? Здесь прилично. Я вам заплачу. Сделаю все, что хотите, А только твое бледное оставь. рыло людей не бесит? Заткни глотку, а то все затянется. Парню надо сосредоточиться. Выродки! Молчи, говорю. А ты чего? Следующий. Тоже хочешь получить? Что тут происходит? Господин, моя дочка, помогите. Моим людям надо Бесчинствуют. время от времени развлекаться, а то они нервные становятся. Я не позволю. Так и думал, что этим кончится. Взять его! Уже слишком седой и блудо. Ёбаный! Пути навались! Давай! Давай!
Бандиты обычные. Да хранят тебя боги. Броницы 10-й дорогой Вот балда. Боги от нас отвернулись. Добро. Давай монету. Если у меня сын пойдем главный родится, хлеб от назову говна чистить. Геральтом. Орел, пойдем бабам сиськи мять. Ты сдурел? Один бросок? Ты что? Будем бросать, пока не выпадет. Так. Да, я чат уже почитал. Уже знаю, что вы знаете. Не нравится. Так. Мне тут бот попался, что все дуется постоянно. Еще мне интересно было, что будет. Это вы об игре? А то я ничего не понимаю. Ну вот и все. Что тут случилось? Не видишь? Повесился человек. Он был пьян? Ага. Я всегда говорил, что водка его погубит. И... Что за фигня? С катсценой. Ой, что за хрень? Дубль 2 сейчас будет. Да у него достижение с самого начала почти вы ублюдок. Ничего не понятно, но очень интересно. Что это было? Это должна была быть катсцена, но почему-то она зависла в самом начале. Надеюсь, со второй попытки она заработает. Иначе будет очень обидно. Еще и после загрузки иногда что-то подлагивает, капец синий. 10 FPS. Ну, отлагивай. О, вроде нормально. Иногда нормально загружается, иногда начинается вот это вот. Что тут случилось? Не видишь? Он был пьян? Ага. Ну что это за хрень, блин? Но мне катсцену не покажет нормально, да? А если из игры прям вообще выйти, перезайти? Ну, мне это вообще не нравится, что катсцена. Ай, поломалась. Может, это из-за модов? Хотя, почему? На катсцену мне вообще ничего такого не должно повлиять вроде. Ну, там в катсцене просто пересказывает наш выбор, который повлиял на судьбу барона и всего вот этого вот. Так что это хотелось бы глянуть. Может, из-за мода какого-то. Но на крайний случай я сейчас
просто все моды отключу. Пойдем глянем эту катсцену, если она заработает. И обратно включу. Есть такой вариант. Сейчас, если после этого полного перезапуска не заработает снова. Что тут Не видишь? Он был пьян? Ага. Если приходится О! выбирать между меньшим и большим, Починилось. предпочитаю не выбирать вовсе. Но иногда ставка слишком высока. Иногда нужно выбрать большее зло, чтобы совершить хоть малое добро. Я не знал, что спасение детей из деревни на болотах приведет к смерти Анны. Я даже подумать не мог, что барон оставит тело жены и повесится на простой конопляной веревке. Иногда нужно принять решение и не оглядываться назад. Только что-то там звук был потише намного как-то. Всех своих любимых он потерял. Вот жизнь ему и опротивила. Не похоже, чтобы тебя и твоих ребят это сильно расстроило. А что нам, сидеть и плакать? Барон был хорошим солдатом. Но как засел во Вроницах, здорово размяк. Но теперь-то мы тут новые порядки заведем. Могу представить. Где ты научился так мечом махать? Ну там что, другой вариант этих событий был такой себе, Далеко что и этот отсюда. вариант такой Сам себе. понимаешь, я этого так не оставлю. Да пожалуйста. Это хотя бы для разнообразия я глянул такое развитие событий. Потому что все время выбирал другое. А твое бледное рыло людей не бесит? Тебе здесь делать нечего. Ну и по делам. Уходим отсюда. Навсегда. Ну, почти навсегда. А чё нельзя? В смысле нельзя его в тайник положить? С какой радости? И пиво нельзя? А чё оно так отличается, что его в тайник нельзя положить? Странно. Все остальные можно, а этот нельзя положить. И пиво? Непонятно. Ведьмина кукла. А-а-а. Грёбаные ведьмы. Ничего, мы с ними еще разберемся. Вместе с Цири. Я хочу... Опять денег нет. Ладно.
Бывай. Чем могу по... Что у тебя есть? Бывай. Вот и все тут. По сюжетке теперь наш путь лежит в Новиград. А не по сюжетке, то у нас еще есть помощь для Кейры, у нас еще есть, я помню, и Дяды. Вот этими двумя делами мы еще как раз сегодня займемся, и в остальном вроде у нас по мелочи все. Веление, по крайней мере то, что у нас по уровню сейчас доступно. Все остальное я там либо вне стрима всякую рутину по вопросикам доделаю, но остальное по уровню, как я сказал, пока недоступно. Так что в следующий раз пойдем в Новиград, походу, на следующем стриме. Сегодня еще доделаем некоторые штучки мелкие, и все. Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. Утопцы и водяная баба. Мои любимцы. Мои любимцы. Да уж, Геральт. Особенно с этих болот, где мы этих любимцев целыми толпами рубили. Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Нехорошо. Ну да, если торговец путешествует по Велену в одиночку, добром это не кончится. Куски мяса Катаблепоса? Интересно, для какого такого заклинания? Сухое красное из зубарана. Южный склон с привкусом черной смородины и цитрусовых. Ой, Геральт, не Жаль. начинай. Черные смородины, цитрусы. Что начинается-то? Человеческое, артериальное. Он не мог далеко уйти. Поврежден, но ничего магического я не чувствую. Хотел бы я знать, как Кейра это объяснит. Спрятался и ждал помощи. Помощь не пришла. Вот тебе и велен. Идем к Кейре.
Геральт. Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями? Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Брысь, Геральт. Позже. Шел вон. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одну больше, на всякий случай. Но куда она... Кейра, может, объяснишь, что происходит? Знаешь сказку о Золушке? И даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился Ригер и проглотил принцессу Синдрилу. От нее осталась одна туфелька и... Геральт. Умоляю, ни слова больше о Геральт, не надо. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Звучит заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Но перед отъездом есть еще одно дело. Превратишь тыкву в карету? Нет, превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет, как было. Ну давай, гулять так гулять. Тогда держись. Гвелла-клан! Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Куда уж Я могла скромнее. бы заодно изменить цвет твоих волос. Мне всегда нравились брюнеты. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Но все. Я бы посмотрел Ужин ждет. на Последний Геральта мой брюнета. посуду. Чисто для разнообразия. А, у нас прям скачки, прям гонки. Понял. Погнали. Последний моет посуду, как она сказала. Это аргумент. Очень важный. Очень серьезный. И причина для победы. Энергия. Но! Я победил. Поздравляю, из тебя бы вышел идеальный жокей. Да, будь я на локоть короче и на пут полегче. Ну да.
Но тогда бы я тебя не пригласила. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Кстати, в этот раз у Геральта уже нормальный прикид, а не тот самый, который мы ему выбрали в Изиме. То смешное платьице. Говядина с корицей и гвоздикой, жареный каплун с шалотом. Дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да! Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок, давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, 10 яиц там, 3 ощипанных курочки здесь. И вообще мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Как, если позволишь спросить? Ведь в Велине можно найти только работу на полях. Верно, так что вариантов у меня 2: растить репу или съехать отсюда. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория, надеюсь, ты все там сжег? Клетки, трупы, бумаги? А почему тебя это вообще интересует? Потому что я понимаю значение исследований, которые там велись. В плохих руках их результаты могут принести огромный вред. Извини, я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья? И не только. Но... Я не в настроении. Вот это вариант выбора. Я не в настроении. Извини, но есть кое-кто другой. И даже не один. И даже не 2. Хотя вроде этот случай не влияет никак на отношения с одной или другой. Там другие варианты влияют. Вроде бы да. Твоя сказка. Твои правила. Правда? Тогда закрой глаза и досчитай до 10. 1, 2, 3, 4. Ну ладно, хватит. Не дотерпел до 10. Кейра, хочешь поиграть в прятки? Почему нет? Тем лучше. Не придется возиться с застежками. Жаль, туфли могла бы и не снимать. Туфельку потеряла. Ну и куда делась Золушка? Вторую потеряла. Уже не канон. Золушка теряла 1, а не 2. А вот и она. Ты меня нашел. Поздравляю. Я могу рассчитывать на награду? У меня ничего нет, но я что-нибудь придумаю. Знаешь, как называется то созвездие в Зерикании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название.
немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эвганинав. Ой, свернул стрим, а тут такое. Да, очень вовремя свернул. Кейра, где... Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на Коломнице. Так, во-первых, Геральт, оденься. Все, что тут поснималось. Во-вторых, квест выбери обратно. И в-третьих, тут ничего нет. И в-четвертых, возвращаемся на остров. На разборки. Свет в верхнем этаже башни. Ну как? Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Ты мной воспользовалась. Да что ты. Я воспользовалась случаем. Зная, что тебе просто нужны заметки Александера, я бы не стал снимать проклятие с Коломницы. Ну ладно, я вела себя не совсем честно. Но я же знала, что ты справишься. Ты вообще такой мужественный. Геральтик, не дуйся, а то я подумаю, что я тебе разонравилась. Ой, не подлизывайся. Геральтик. Я сюда не дурачиться пришел. Мне надо знать, что ты замышляешь. Ну, конечно. Ты подозреваешь меня в самом худшем. А тем временем мои намерения чисты, как слеза девственницы. Александер исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических. Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовид. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Возможно. Ладно, я пойду еще поиграю, а то у меня озарение случилось над одной головоломкой. Удачи. Или ты слишком наивна, или снова пытаешься меня обмануть. О чем это ты? Родовид хочет одного — победить Имгыра. Лекарство против чумы ему не поможет, значит, он либо сожжет тебя на костре, вместе с этими заметками, либо заставит тебя создать новое оружие. Не говори глупостей. Заражение нельзя контролировать. Пока нет. Но теоретически все возможно, правда? Теоретически возможно скрестить таксу с волколаком. У меня нет времени на диспуты, Геральт. Я еду к Родовиду, нравится тебе это или нет? Я тоже пойду. И тебе тоже тогда удачи. Кейра, я тебе этого не позволю. Может, ты готова расплатиться тысячами жизней за прощение,
Но я не могу этого допустить. Я не позволю тебе забрать эти заметки. Прошу, не вынуждай меня. Заткнись и вынимай меч. Не-не-не, в смысле, я не такое развитие хотел. Пардон, там другой выбор надо был, походу. Ну, прям драться с Кейрой, этого я еще такого ни разу такого выбора не делал. Получай! И чё, мы 100 лет еще сейчас грузиться будем? Ни с того, ни с сего. Спасибо, игра. Прошло 100 лет. Да. Зачем тебе эти бумаги? Ну как же? Чтобы продолжить исследования, прерванные трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы... Ага. Нет. Сильно... Родовид ничего не забывает и не прощает. В особенности чародейкам. Для меня он сделает исключение. У меня есть чем с ним поторговаться. Неужели ты сама в это веришь? Ну, ты же веришь, что Йеннифер когда-нибудь перестанет относиться к тебе как к собачонке, а я над этим не смеюсь. Я поеду с этими материалами к Родовиду, нравится тебе это или нет. Это самоубийство. Ты закончишь на костре, поднимая боевой дух солдат и забавляя чернь. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? Меня покусали клопы. Ты понимаешь? У меня тут клопы, Геральт. У меня Кейра Мец, советница короля Фольтеста и члена ложи чародеек. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня. Но если я пересеку Понтер, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход. Поезжай в Каэр Морхен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, ни Эмгир, ни Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые простыни в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти Пустульские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Да, я разбираюсь в женщинах. Именно поэтому, прежде чем мы попрощаемся, отдай мне эти заметки. Хорошо, забирай их уже и выметайся. Прощай, Геральт. Точнее, до свидания. До свидания. В Каэр Морхене. На финале. Был вариант ее убить вообще тут. И тут вариант оставить ее подругой и пригласить в Каэр Морхен вообще. Это мне куда больше нравится. Так, теперь Диады. Они как раз рядом.
Подожди-ка. Дайте мне покою! Предки явятся пред вами, что им в тягость скажут сами. Мы за жизнь свою в ответе, краткий миг на этом свете. Что за нею наступает, каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончат дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь свою в ответе. Краткий миг на этом свете. Что за нею наступает, Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им в тягость скажут сами. Нам явите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. Кто неверным бродит шляхом, мира смертных не покинув, тех мы легким ясным знаком призываем в середину. Призываем в середину. Ясно слышу, мне не снится. Дух в ночи спешит явиться. Пусть нам бывает жарко. Дух в ясном свете ярком. Призываем за... Ясно слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко, дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отца-убийца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам. Молчи! Я не потерплю некромантии. Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его, а людей разогнать! Люди, не трогайтесь с места! Круга не разрывайте! Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится.
кончилось плохо. Беда нам. Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови. Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить дяды. Готовьтесь! Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Что-то стонет и скребется, чей-то дух к костру несется. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Призраки! Святая земля кровью замарана. Не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь! Бегите, кому жизнь дорога! Священная земля! Все пропало. Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямраз лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. Распогодилось.
болоте останки Емраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Не с места! А то сейчас с остальными Попробуй мертвяками. со мной! По зенкам его, сукина сын! Здравствуй. Кого нам боги послали? Что вас привело? Ничего особенного, я просто проезжал мимо. Как ваши дела? Ой, сударь, нехорошие здесь дела. Помните Гану? То, что недавно вроде как пропало. Теперь сестру ее на опушке леса нашли. Одни косточки от девушки остались. Едва мы ее распознали. Печально слышать. Так ведь и это не конец еще. Нелин в лес пошел, чтобы бестию выгнать. 3 дня не возвращался. Так мужики собрались в лес, искать его, значит, пошли. А нашли мертвого в самой чаще. А вокруг него штук 15 волков. У всех глотки перегрызены. Прощай. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Ты чего здесь ищешь, приблуда?
волк. Мне кое-что... Я нашел тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то ворожей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, ворожей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст. Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы миска была полна. Льет, как из ведра. Помогите старой женщине. У тебя неприятности с каким-нибудь чудовищем? С духом. Можешь рассказать больше? Понимаете, является мне во сне Ячемир. Мой муж, значит, который на войне погиб. Стоит у изголовья и причитает, мол, столько лет в разлуке, так на том свете грустно.
Иди же ко мне. Я говорю, приду, Ячемирушка, приду. Только как меня боги призовут, не раньше. А он на это: так хотя бы принеси на могилу обручальное колечко, легче будет ждать. А я бы и принесла, только через лес идти боязно. Так я и подумала, что... Может, вы? Ты уверена, что это дух твоего мужа? Да что вы! Что ж, я собственного мужа узнать не смогу? Я старая, ну не настолько же. Дело не в этом. Есть видения, которые обманывают людей, принимая облик их умерших близких. Например, скусты или злыдни. Да нет, Ячемир, это я точно знаю. Он во сне говорил о нашем сватовстве. Как мы танцевали на Билетейн. Как его реданцы зарубили под Риндой. Под Риндой? Или ты что-то путаешь, или ты и правда очень старая. Это было 80 лет назад. А, и правда. Путаю, я путаю. Под Ривией хотела я сказать. Я с удовольствием помогу. Где твой Ячемир похоронен? А на таком маленьком кладбище недалеко от наших сучьев. В могиле под старым деревом. Возьмите-ка вот колечко обручальное. А как закончите, приходите ко мне за наградой. Живу я в хате посреди деревни с моей внучкой Лесей. Куда она делась? Ха. Странно. Вот должна быть могила Ячемира. Ну, дело сделано. Может, воспользоваться светильником? Наконец-то. Ты простишь меня? Уже простила. Сперва войска пошли. Ведьмак? Что вас привело? Ты Леся? Я хочу поговорить с твоей бабушкой. С моей... Так она ведь умерла и давно. Значит, я разговаривал с духом. Почему ее не похоронили вместе с мужем? Я точно не знаю. Я маленькая тогда была, но мама говорила, что незадолго до смерти бабушка узнала, что у дедушки была на стороне какая-то любовница, так что она сказала, что лежать с ним не хочет. Видно, она передумала. Решила как-нибудь воссоединиться с мужем на том свете. Потому и попросила меня о помощи. Тяжело поверить в эту историю. Но у вас глаза добрые. Если вы и правда помогли бабушке, то вам причитается награда. Пожалуйста. Здесь немного, но хоть что-то. Кровавый барон о вас знает? Приветствую. К вашим услугам. Откуда путь держите? Трудно сказать, я уже полсвета обошел.
как и я, как и я. Не лучшее это место для бродячего торговца. Доход всегда там, где риск. Война, нищета, но жизнь-то продолжается. А где жизнь, там и торговля. Стоит ли так рисковать ради денег? Так ведь деньги не самое главное. Мне ж на месте не сидится, вот я и таскаюсь по свету. Вижу новые места, общаюсь с людьми. Вот что я люблю. Ради этого и рискую. Я взгляну на твои товары. Будь здоров. Надеюсь, мы еще свидимся. Сам напросился.
Слава королю Радовиду! Командир сказал, удача, если рядом будет труп, если хоть башка осталась, сварим кашу, сварим суп. Дальше не помню. Эй ты, людь! Здесь риданская армия стоит. Прохода нет. Не будешь крадать лодки. И где же эта риданская армия? Так ведь я тут стою. Не видеть? Я записался в армию короля Радоведа. И мне приказ защищать лодки. Дрянь это, а не лодки. Мне надо защищать лодки, но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок, и теперь лодки защищают лодки. Кто завербовал тебя в риданскую армию? Никакой вербы не было, а были солдаты. Сотник говорит, охранять лодки, а то их крестьяне могут украсть, потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так. Конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свое имущество отобрать. Что было дальше? Сотник ушел, а солдаты пили. И пели так, что ух. Я слушал, но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду, крестьяне в крик, солдаты в крик. И я совсем не сильно, они лежат. Солдаты тоже. А приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Нет, я уже слышал, не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищей чуть жалко. А провизия хорошо. Понимаю. У войны свои законы. А людь тоже солдат? Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Я говорю, принеси краску, и людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Что случилось? У меня есть краска, но рисовать
не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать? Я приказываю. Пусть умеет. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского, как на гербе. Я могу попробовать. Кисть-то есть? Красивый, красивый, красивый птиц. Ты так думаешь? Ну что ж, если тебе нравится. Хороший Людь. Не такой, как другие. Спасибо. Ты жди меня, мама, хорошего тролля. На службу призвал нас родовед. Сыночек твой вырос, большой и красивый. Служить королю принес ответ. Сыночек твой вырос, большой и красивый. Служить королю. Ладно, тут мы и остановимся на этом. Почти все, что можно было сделать в Велине, мы почти все доделали. Остались сущие мелочи. Так что тут я сохраняюсь. Потом не стриму всякую эту мелочь доделаю, всякие там вопросики, которые я видел еще остались. Ну и там какие-то там 1, 2, 1,5 квеста остались, может на следующей стриме в начале доделаем их. И останется у нас путь в Новиград. На следующем стриме отправляемся в Новиград. Наконец-то. Тоже этот Велин в кишках. В печенках, то есть в кишках, ага. И в кишках, и в печенках уже сидит. Уже скоро будет Новиград, город. Нормальная местность. Все, на сегодня конец. Спасибо всем, кто был, кто смотрел, может молча, кто в чате появлялся, всем, кто в записи может будет смотреть, спасибо. И тем, кто ставил лайки и дизлайки на ютубе, тоже спасибо. До встречи на следующих стримах или на следующих играх. Всем удачи, всем пока.